Всем привет! С вами Юля и канал New Technology. Сегодня будем говорить о новинке от суббренда компании Xiaomi, который стал отдельным брендом Redmi, а его продукты ориентированы на бюджетный сегмент мобильного рынка. Производитель уже успел отметиться выходом версий Note 7 и Note 7 Pro, которые наделали много шума своей нафаршированностью за достаточно приемлемую стоимость, и теперь линейка Redmi пополнилась еще одной, но совсем бюджетной моделью Redmi 7. Насколько эта новинка оправдает позыв компании сделать хорошие девайсы максимально доступными для широкого круга обитателей планеты Земля, вот об этом мы и будем сегодня говорить. Все доступные ссылки на продажу аппарата будут находиться в описании под видео и на нашем сайте newtech37.info. Итак, уважаемые друзья, сам смартфон Redmi 7 обладает достаточно гармоничными пропорциями, что позволит ему удобно размещаться в руке. Тонкий корпус со скругленными углами и гранями внешне вполне может конкурировать с более дорогими моделями. Гидрофобное покрытие P2i в виде однородной водоотталкивающей пленки на поверхности телефона обеспечивает аппарату защиту от брызг воды, масла, колы, вина, молока, пота, так как капли таких жидкостей свободно стекают с корпуса, не причиняя устройству никакого вреда. Помимо этой защиты самого корпуса, производитель заявляет о специальной конструкции уплотнения портов и физических клавиш. Для динамика предусмотрена пыленепроницаемая сетка, а для 3,5 мм разъема заявлена уплотнительная резиновая втулка. Также, уважаемые друзья, отмечу особую тенденцию модуляции градиентного цвета на тыльной стороне, которая, конечно же, отличается от старших моделей Note 7 и Note 7 Pro, но при этом имеет свой неповторимый шарм, особенно бордово-красная модель. Сам корпус пластиковый. Здесь же на тыльной стороне смартфона расположился блок из двух камер, под ним светодиодная вспышка и ниже в центре сканер отпечатка пальца. Вверху и внизу тыльной панели находятся пластиковые вставки под антенны. Физические клавиши традиционно расположились на правом торце. Это кнопка питания и качелька регулировки громкости. На левом торце находится слот для установки двух сим-карт и карты памяти microSD объемом до 512 гигабайт. Снизу порт microUSB и под решетками основной динамик и микрофон. Сверху еще один микрофон, инфракрасный порт и 3,5 мм разъем для подключения наушников. Вот сейчас, уважаемые друзья, у меня сложилось чувство, что я повторяю обзор Redmi Note 7. Настолько внешне они похожи. Если, конечно же, не учитывать разницу в градиентной расцветке корпуса, порта microUSB вместо USB Type-C и материала самого корпуса. Что касается экрана, уважаемые друзья, то в данной модели используется IPS-экран диагональю 6,26 дюйма с разрешением HD+, 1570 на 720 точек, что сформирует плотность пикселей в пределах 269 на дюйм. Соотношение сторон составит 19:9, а соотношение экрана к передней поверхности аппарата будет 86,83%. Яркость заявлена на уровне 450 нит. Контрастность будет 1500 к 1, но и цветовой охват NTSC составит 84%, что обеспечит достаточно неплохое качество просмотра контента при любом освещении. Также отмечу наличие сертификата, который указывает на понижение синего спектра для защиты глаз. Помимо этого есть поддержка автоматической настройки яркости при солнечном свете, ночной экран, режим защиты глаз, стандартный режим, настройка цветовой температуры экрана. Для тех, кому не нравится вырез на экране, предусмотрена возможность вернуться в привычный стиль. На самый верх экрана в каплевидный вырез вынесли фронтальную камеру, выше над нею находится динамик, и на самом экране спрятаны датчики приближения и освещенности. В нижней части фронтальной панели можно найти только на экраны кнопки управления. Но и упомяну еще, что сам дисплей защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 5 с 2,5D эффектом. Теперь, что касается фото и видео возможностей аппарата, уважаемые друзья, то в основной двойной камере используется первый фотомодуль разрешением 12 мегапикселей, где размер пикселя составит 1,25 микрона, и апертура f2.2.
И второй сенсор, используемый для анализа глубины сцены, на 2 мегапикселя. Помимо этого имеется фазовый автофокус, портретный режим с использованием технологии искусственного интеллекта, технология улучшения съемки в условиях слабого освещения, панорамный режим, режим непрерывной съемки, авто-HDR, стандартный HDR, электронная стабилизация изображения. Есть применение функции искусственного интеллекта для распознавания сцены. Всего 238 видов сцен в 27 категориях. Максимальное разрешение для записи видео будет Full HD 60 и 30 кадров в секунду и замедленное в разрешении HD при 120 кадров в секунду. Компания на примере фотографий демонстрирует, насколько неплохо камера Redmi 7 справляется со своими возможностями. Фронтальная камера основана на 8-мегапиксельном сенсоре, имеет фирменный режим улучшения лица Beautify, также заявлена технология искусственного интеллекта в портретном режиме, HDR, таймер обратного отсчета и оригинальный автоспуск с 5 пальцами, при котором нет необходимости нажимать на экран. Также присутствует функция распознавания лица пользователя для разблокировки смартфона. При этом в темное время суток можно точно идентифицировать владельца, просто дважды нажав, чтобы осветить экран. Аккумулятор заявлен емкостью 4000 мАч. Сам материал батареи изготовлен из нового графитового анода. Алгоритм питания значительно улучшает характеристики батареи при низких температурах, а благодаря технологии оптимизации на уровне интеллектуального управления приложениями фонового энергопотребления обеспечивается время работы в режиме разговоров до 27 часов. На более чем 15 часов просмотра видео, 8 часов непрерывной динамической игры и продолжительность ожидания составит 412 часов. Стандартное зарядное устройство 5 вольт на 2 ампера. Работает смартфон на Android 9 Pie, поверх которого установлена фирменная оболочка MIUI 10, и которая принесла достаточное количество обновлений и изменений в плане интерфейса и оптимизации, одними из которых являются переработанный дизайн иконок и многофункциональный экран блокировки. Также группировка настроек системных кнопок и жестов. Установив таймер, можно выбрать звук природы, который будет звучать во время обратного отсчета времени. Наиболее используемые функции и информация в одном пункте меню. Mi Drop – молниеносный инструмент для передачи файлов, встроенный файловый менеджер, а также услуги умного ассистента. В аппарате установлен 8-ядерный процессор среднего уровня Snapdragon 632 с максимальной тактовой частотой ядер Creo 250 до 1,8 ГГц. Построен процессор по современному технологическому процессу в 14 нанометров и имеет в своем составе графический ускоритель Adreno 506. Также поддерживает OpenGL, OpenCL, Vulkan, DirectX и другие, что, соответственно, поможет справиться как с обычными играми, так и с тяжелыми на средних настройках графики. По данным создателей, AnTuTu смартфон набирает почти 100 тысяч баллов. Объем оперативной памяти составит 2, 3 или 4 гигабайта формата LPDDR3, объем встроенного накопителя может быть 16, 32 или 64 гигабайта формата eMMC 5.1. Что касается звучания, уважаемые друзья, то следует отметить поддержку усилителя Smart PA и резонансной камеры для повышения громкости на 31%, плюс возможности самой платформы аппарата. Можно добавить еще и то, что эта модель обеспечивается более длительным сроком гарантии. Это 18 месяцев против стандартных 12, что будет являться достаточно привлекательным решением для потребителей, особенно если учесть, что речь идет о бюджетной модели. Но, к сожалению, реалии таковы, что не на всех сайтах продажи аппарата будет актуален именно этот срок гарантии. Многие будут указывать стандартные 12 месяцев. Сети представлены 2G, 3G, 4G LTE, VoLTE. Беспроводный интерфейс – это Wi-Fi 802.11, работающий в одном диапазоне, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display. Bluetooth версии 4.2, а вот модуль NFC, который в последнее время начал пользоваться активным спросом, в этом гаджете отсутствует. Навигация представлена с системами GPS, AGPS, GLONASS, Beidou. В комплект поставки войдут сам телефон, пластиковый чехол, адаптер питания, кабель для передачи данных microUSB, техдокументация и скрепка для извлечения слота под сим-карты. Габариты Redmi 7 составляют 158,73 на 75,58 и на 8,47 мм при массе 180 граммов.
Покупателям на выбор будут доступны классический черный, а также градиентные синий и красный цветовые варианты. В зависимости от модификации 2.16, 3,32 и 4,64 новинка оценивается самим производителем в $104, $119 и $134 соответственно. Продажи в Китае начнутся 26 марта. Также, уважаемые друзья, был представлен Redmi Note 7 Pro. Но на нашем канале есть обзор Redmi Note 7. Отличие среди этих аппаратов очень небольшое. Чтобы у вас была возможность сравнить все три представленные суббрендом Redmi девайсов, я приведу таблицу сравнения их технических характеристик. Ну что можно сказать в итоге, уважаемые друзья, обзора представленной последней новинки Redmi 7? Китайцы снова предложили неплохой прайс за внешний и внутренний хороший смартфон. К этому можно прибавить модный большой дисплей, хорошая емкость батареи, неплохие камеры с технологией искусственного интеллекта, наличие инфракрасного порта, ось Android 9 Pie, наличие 3,5 мм разъема для подключения наушников, объем карты памяти до 512 ГБ, симпатичный дизайн, хоть и небольшая, но все-таки защита корпуса и достаточно приемлемая стоимость. К минусам разве что можно отнести отсутствие модуля NFC. Так что смотрим и определяемся. Повторю, что ссылки на продажу аппарата, если таковые уже имеют место быть, мы размещаем в описании под видео и на нашем сайте newtech47.info. Ну а на сегодня все. Спасибо всем, кто смотрит и слушает нас. Оставайтесь с нами и не пропустите наш следующий обзор. Комментируйте, ставьте лайки, и те, кто еще не подписался на наш канал, обязательно подпишитесь. С вами была Юля и канал New Technology. Всем пока-пока!